Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как приготовить простой, но очень интересный по вкусу торт. Ароматный тыквенный бисквит в нем сочетается с легким карамельным кремом, орехами и теплыми специями. И все это без глютена, молока и рафинированного сахара. Итак, начнем с тыквенного пюре. Для него лучше всего использовать более сладкие сорта тыквы. Например, я использую тыкву сорта оранжевое солнце. Разрезаем тыкву пополам и ложкой вынимаем семена. Половинки тыквы выкладываем на противень или форму для запекания срезом вниз и ставим в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 30-60 минут. Время запекания зависит от размера тыквы. Готовность можно проверить, проткнув тыкву вилкой. Если она мягкая и легко протыкается, значит тыква готова. Достаем тыкву из духовки и сразу переворачиваем. Я делаю это для того, чтобы сок, выделившийся во время запекания, не впитался обратно в тыкву, и пюре получилось менее водянистым. Когда тыква достаточно остынет, ложкой вынимаем мякоть. Это и будет тыквенное пюре. Его можно приготовить заранее и хранить в холодильнике. Для приготовления торта пробиваем пюре блендером до однородности. Теперь займемся коржами. Для этого в миске смешаем 200 г миндальной муки, чайную ложку разрыхлителя, пол чайных ложки соли. Также добавим специи, чайную ложку корицы, по пол чайных ложки имбиря и мускатного ореха и четверть чайной ложки гвоздики. Все хорошо перемешиваем и пока убираем в сторону. Теперь возьмем 4 яйца и отделим белки от желтков. К желткам добавим четверть стакана кокосового сахара и четверть стакана меда. Взбиваем все миксером до пышной и светлой массы. К полученной массе добавляем 2 стакана тыквенного пюре и перемешиваем до однородного состояния. Белки взбиваем до устойчивых пиков. Теперь будем постепенно, по очереди, добавлять в тыквенную массу мучную смесь и взбитые белки. Делаем это в 3 этапа. Сначала добавляем треть мучной смеси и перемешиваем, затем треть взбитых белков и еще раз перемешиваем. И так повторяем еще 2 раза. В результате получается вот такое очень пышное тыквенное тесто. Подготовим форму для выпечки. Я использую кольца диаметром 18 см. Снизу оборачиваю плотно фольгой, а внутреннюю часть покрываю пергаментом. Распределяем тесто по формам. У меня будет 3 коржа, можно выпекать по очереди. Разглаживаем поверхность коржей и ставим в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 25-30 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Она должна быть сухой и чистой. Достаем коржи из духовки и даем им остыть сначала в форме, а затем перекладываем их на решетку. Полностью остывшие коржи освобождаем от колец и пока займемся кремом. Начнем с карамельного соуса. Для него в небольшой кастрюле смешаем полстакана кокосового молока и четверть стакана кокосового сахара. Увариваем смесь на небольшом огне, периодически помешивая в течение 10 минут. За это время смесь карамелизуется и станет более коричневой. По желанию можно добавить ваниль в виде стручка или ванильного экстракта. Продолжаем нагревать еще пару минут, а затем снимаем карамельный соус с огня и процеживаем через сито. Горячий соус достаточно жидкий, оставляем его остывать или убираем в холодильник. Также для крема нам понадобятся кокосовые сливки. Их нужно заранее подержать в холодильнике 3-4 дня. За это время в верхней части банки отстоятся густые сливки. Ложкой аккуратно перекладываем их в миску, где будем готовить крем. Если ближе к середине банки вы заметите жидкость, то от нее можно избавиться вот таким способом. На миску ставим сито и туда аккуратно перекладываем сливки. Накрываем сливки пленкой и убираем в холодильник буквально на пару часов. За это время лишняя жидкость стечет, а в сите останутся как раз густые сливки. 2 стакана кокосовых сливок взбиваем до однородного кремового состояния. Теперь добавим к ним небольшое количество остывшего карамельного соуса. Я добавляю примерно 1 столовую ложку. И взбиваем все еще раз до однородного состояния. Начинаем сборку. Для этого на подложку кладем первый корж и сверху устанавливаем кольцо, покрытое внутри ацетатной лентой. Края ленты закрепляем зажимами. На корж выкладываем примерно 1/4 часть крема и разравниваем его. Так повторяем с другими коржами.
Последнюю, четвертую часть крема оставляем для выравнивания боковой поверхности торта. Верхний слой крема хорошо разравниваем. Покрываем торт пленкой и убираем в холодильник на 3-4 часа. С полностью застывшего торта снимаем ацетатную ленту, боковую поверхность покрываем кремом и рубленными орехами, у меня это грецкие орехи и пекан. Также украшаем торт оставшимся карамельным соусом, орехами и ягодами. Карамельный тыквенный торт готов. Он получился очень ароматным и нежным и станет прекрасным дополнением к чаю или кофе. Спасибо за просмотр, удачной выпечки и до встречи в следующем видео. Всем пока!